Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание полнолунию, друзья, которое всех нас ожидает 16 мая. Поговорим о том, что ждать от этого дня, на какие моменты стоит обратить внимание, какие практики, ритуалы стоит провести и вообще, что нас всех ждет. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Обращаем ваше внимание, что полнолуние произойдет в день лунного затмения. И лунное затмение всегда происходит в полнолуние. Оно будет наблюдаться в большей части Северной Америки, в Южной Америке, а также частично в Африке и Европе. И в этот день, друзья, также завершается и коридор затмений, который длился у нас, если вы помните, с 30 апреля. Также уже и вступил в силу период ретроградного Меркурия, который начался 10 мая и продлится аж до 2 июня. Полнолуние, которое у нас с вами произойдет и ожидает нас 16 мая, можно назвать кровавым. Однако здесь никакой мистики нет. Дело в том, что полнолуние совпадет с другим астрономическим явлением. Это полным лунным затмением. И мы все на 3,5 часа Луна погрузится в тень Земли. Она не исчезнет с неба, а приобретет, знаете, такой красноватый цвет. При этом будет даже казаться, что спутник стал больше. Конечно, он не увеличится в размере, а просто подойдет на максимально близкое расстояние к нашей планете. Полнолуние произойдет в 7 часов 16 минут по московскому времени 16 мая в зодиакальном созвездии Скорпиона. Как вы знаете, Скорпион у нас с вами таинственный знак, который освещает то, что лежит в глубинах нашего подсознания. Это у нас и желания, это страхи, это надежды, наши устремления. Также полная луна в знаке зодиака Скорпион придает смелости. Вы также можете взглянуть на свои страхи и даже победить их. И, конечно же, каждый из нас может открыть в себе силу характера, о которой даже не подозревали. Обращаем внимание, что девизом этого знака зодиака Скорпиона звучит следующим образом: «Все или ничего». Если примете какое-либо решение в дни данного полнолуния, знайте, назад пути уже не будет. Поэтому важно обозначить именно те желания, исполнение которых принесет нам истинное счастье и удовлетворение. Обращаем ваше внимание, что 16 мая это у нас с вами понедельник. В какой-то степени день будет опасный, потому что знак Скорпиона связан со сферой общения. Людям будет очень сложно строить диалог и находить общий язык. Скорее всего, это будет день, когда можно будет столкнуться с обманом, с ревностью, ссорами даже на пустом месте. Также сегодняшний день связан с кармой, и если чему-то суждено было случиться, это, к сожалению, произойдет. Также обращаем ваше внимание, что деловые, любовные связи могут быть разрушены, если они не создавались на хорошем фундаменте. И вообще эти сутки таких, знаете, будут необратимых последствий. Также обращаем ваше внимание, что важно в эти предстоящие сутки, в сам день затмения и после, один день сдерживайте свои эмоции, старайтесь обходить какие-либо конфликты и не предпринимайте каких-либо важных дел. Влияние этого природного явления, кстати, будет ощущаться с 16 мая по 30 мая. Также это будет и фатальный переломный период для всех людей на планете. Потому что в это время могут происходить судьбоносные события, но для того, чтобы получить положительные трансформации в жизни, очень важно, чтобы каждый из нас избавился от того прошлого, который тянет его назад. Это связано и с работой, это связано с отношениями, с кредитами, с долгами и так далее. Постарайтесь, как бы вам не было тяжело, открыть свое сердце будущему. Конечно же, очень важно, чтобы вы изменили свои принципы и мировоззрение. Поработайте над привычками и поведением. Обращаем ваше внимание, также, когда произойдет само затмение, каждому воздаться по его делам.
К сожалению, те люди, которые на сегодняшний день злые, недовольны, завистливые, могут испытывать депрессию, эмоциональный упадок. Мысли будут тяжелыми и будет присутствовать страх перед будущим. Обращаем ваше внимание, что наибольшее влияние полнолуния будет ощущаться скорпионами, тельцами, водолеями и львами. Но при этом у каждого жителя нашей прекрасной планеты появится возможность принять какое-то серьезное и судьбоносное решение. При этом это судьбоносное решение у каждого, оно будет свое. У кого-то это будет касаться, например, его дальнейшего проживания на той или иной территории. Для кого-то это будет связано с его работой, возможно, кто-то сделает кому-то предложение и так далее. Вы должны понимать, что это шанс для каждого человека, чтобы инициировать кардинальные перемены в своей жизни. Также очень важно, чтобы многие, кто слушает нас, постарались приобрести в этот период новые какие-то полезные привычки, отпустили свое прошлое, и тогда вы будете вознаграждены за все добро, которое вы сделали. Также 16 мая будет особо ощущаться желание самобичевания. Но здесь очень важно понимать, что критика важна, если вы ее правильно используете. Также улучшайте ситуацию и работайте над собой. Самокритика не должна вам мешать достижению ваших целей. Также обращаем ваше внимание, что само затмение произойдет в понедельник. Это время, вообще сам понедельник, как мы знаем и из опыта, да, это, как правило, всегда день тяжелый. Эмоции будут на пределе. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, находясь на работе, дома, в общественном месте, контролировал свои слова и действия. И не стоит провоцировать конфликты с окружающими людьми. Также это достаточно сильный день, когда вы можете проводить ритуалы, духовные практики, избавляться от всего ненужного. Обращаем ваше внимание, что большинство людей именно в этот период, во время полнолуния, за один день и после, будут вести себя непредсказуемо. И вообще у многих людей возможны в этот период неожиданные вспышки гнева, какого-то недоверия, ревности. В этот день будут проверены на прочность многие дружеские и любовные связи. Кстати, 15, 16 и 17 мая стоит опасаться людей, которые, на ваш взгляд, являются хорошими притворщиками. Опасайтесь общения и с токсичными людьми. Что же касательно планов на финансы и на работу, то в эти дни не стоит никому рассказывать о своих планах, каких-то секретах, амбициях. Проявляйте самостоятельность в делах. На работе и в бизнесе лучше занимайтесь привычными делами. Не стоит начинать ничего нового. Давайте людям и коллегам возможность выговориться. Также обращаем ваше внимание, что в это полнолуние ожидается ухудшение самочувствия и даже настроения. К сожалению, в какой-то степени это не будет не самый простой день, потому что многие люди лишатся уверенности в себе, станут более эмоциональными и даже, возможно, ранимыми. Также 16 мая в такой день могут быть и сильные перепады настроения. И, конечно же, воодушевление может быстро смениться апатией, а радость тоской. Так что обращайте на это особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что под запретом в период лунного затмения будут следующие действия. Во-первых, не стоит знакомиться с новыми людьми, потому что эти знакомства не принесут вам никакой пользы. Также откажитесь от употребления алкоголя. Не стоит рисковать, принимать необдуманные решения и руководствоваться мгновенным порывом. Рекомендуется слушать свой разум, а не внутренний голос. Также не рекомендую вам делать крупные покупки и непредвиденные траты. На это время не стоит планировать путешествия, переезды и командировки. Также, пожалуйста, в этот период не пренебрегайте своей и чужой безопасностью. Это касается не только физического аспекта, но и также социального. Старайтесь максимально аккуратно подбирать свои выражения и не совершать опрометчивые поступки. Если запрет нарушить под влиянием лунной энергии, тогда вы можете столкнуться с огромным количеством проблем. Также не начинайте в этот день никаких новых дел.
Не решайте важных вопросов и не осуществляйте крупных покупок. Вероятнее всего, все дела, начатые в этот день, пойдут прахом и не принесут вам ни радости, ни успеха, ни прибыли. Посвятите день лучше планированию своей деятельности. Очень важно, чтобы вы данное полнолуние провели без какой-либо спешки и торопливости, уделив особое внимание именно планированию дел и на предстоящее время. Обращаем внимание, что при тщательном планировании возможно грамотно и распределить свои ресурсы, а в кратчайшие сроки выполнить даже те дела, которые вы долгое время откладывали. Старайтесь во время полнолуния провести полный анализ своей деятельности и своего окружения. Возможно, именно в это время вы поймете, какие ошибки допустили за все время, и чего теперь стоит избегать и опасаться. Также велика вероятность понять, какие люди вредят вам и высасывают из вас внутреннюю энергию, угнетают вас как человека и как личность. Также постарайтесь посвятить хотя бы немножечко своего времени во время полнолуния креативу и творчеству. В такие сутки велика вероятность обрести огромное вдохновение, встретиться с музой и создать даже свою лучшую работу. Также откажитесь в эти сутки от тяжелой физической и умственной работы, а вместо нее посвятите время себе и своей личной жизни. Постарайтесь присмотреться к окружающим, ведь, возможно, среди них кроется та самая судьба, о которой любит говорить так много людей. Также постарайтесь провести ревизию в своей квартире или в своем доме, выбросив старые вещи и ненужные предметы, а также те элементы, которые уже не подвергнутся починке или использованию. За счет очищения пространства вокруг себя вы сможете впустить в жизнь много нового и интересного. Обращаем ваше внимание, что именно в этот период вы можете провести очень хорошие практики. Первая практика, друзья, это удаление камня из души. Очень важно в этот день найти на улице камень. Размер, качество и, кстати, цвет значения не будут иметь. Возьмите этот камушек, который вам понравится. Он может быть самый малюсеньким быть или средних размеров на ваше усмотрение. Возьмите его в руки и поговорите с камнем. Попросите камень удалить все ненужное из вашей жизни. Попросите и все лишнее убрать у вас и вместить в себя. Постарайтесь, если у вас есть какая-то боль, какой-то эмоциональный негатив, тяжесть, вот это все передать камню, что лежит у вас на душе и мешает вам дальше двигаться. Ведь не случайно есть такое выражение, что про камень в груди. Также поблагодарите за помощь и после этого выбросите камень подальше за спину и уходите, пожалуйста, не оглядываясь. Прошлому место в прошлом, а уж тем более неприятному прошлому. И ничего на него смотреть и оглядываться. Вы можете кинуть камень в реку по течению с той мыслью, что течение воды все невзгоды уносит с собой раз и навсегда. Поэтому именно 16, можете и 17 мая проделать эту практику, потому что полнолуние все-таки будет достаточно сильное, а такая практика очень поможет вам в вашей жизни. Ну и, конечно же, друзья, вы в этот день, 16 мая, в день полнолуния, можете провести и практику с денежной водой. Для данной практики вам понадобится вода и 3 монетки. Берем стакан, наливаем воду и бросаем туда 3 монетки. И вот эту посуду с монетами на ночь оставляем на подоконнике, чтобы вода напиталась лунной и финансовой энергией. А утром первым делом возьмите эту воду и вымойте ей руки. Когда будете мыть руки, говорите следующие слова. Монетка к монетке, кошель полон. Говорите, пока водичка льется на ваши руки. После этого монетки из воды вы можете хранить в кошельке в качестве, например, денежного магнита. Вот, друзья, у нас с вами такое полнолуние будет 16 мая 2022 года. Пожалуйста, будьте внимательны, будьте осторожны. Ну а с вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации.
Также, друзья, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Друзья, на нашем телеграм-канале очень много также полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажмите на то видео, которое вам на интуитивном уровне нравится больше. И смотрите, друзья, там много очень полезной, важной, нужной, интересной информации. Всем приятного просмотра, всем прекрасного дня. Надеемся, в это полнолуние проведете благополучно и успешно.